Under Grand Prince Dmitry, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitry would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Arriving at Kulikovo, Prince Dmitry and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dmitry would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. Приготовляйтесь на воине, наказы слушайте. Варевник готов, скачу на брешь. Ожидаю, направляюсь, куда наказано есть. Да. Конь оседлан есть, варевник готов. The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dmitry's position against the Horde. Приготовлять. Восстанете, воине! Ожидаю, повинуюсь! Направляюсь, куда велено есть. Время действий. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Ворог нападает! Часоход. Готовы будете, воине. Направляюсь куда. Конь оседлан, скачи, родимая. Слушать идем. Все купно. В путь! Скачу напрежь! Скачу напрежь! The Rus discovered a new settlement, which pledged its soldiers to Moscow's cause. Варевник готов наступать. Куда направить? Исполнено будет. Благо есть. Ворози, нападошинаны! Куда направляйтесь? Направляюсь, куда велено есть. Направляюсь, куда велено есть. Разведчик готов выступать. Dmitry delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka river fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dmitry began the march north to meet the enemy in battle. Выступайте доблестно, воине. Куда скачи, родимая? Послушание есть, да поспешаю на брешь. Варевник, путь! Сделано будет! Варевник, скачи, родимая! Конь осед, повинуюсь! Куда направлять? Исполнено будет! Копейщицы, копейщицы, наступайте! Приготовляйтесь идти надо на поскору. Таков наказ есть. Ожидаю наказа. Направляюсь, куда велен. Куда направлюсь? Сие есть долг мой. Готов служить. Готовы будете, воине. Слушайте наказ, но приуготовляйтесь. Наказ. Хорошо. Я живу ради служения. Служите рад, если. Время действовать. Живу службы ради. Приготовляйтесь, поведу вы.
Приготовляйтесь наказы Dmitry would исполнять. oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing that seemed at risk of being overwhelmed. Латницы, наконец, исполнено будет. Конь оседлан, скачу напрямик. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitry and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Сейчас. Все латницы готовы суть. Готовы будете, воины. Куда направите? Приготовляйтесь. Ладоша на низ! Служба ради. The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Куда направляйтесь? Будь! Латницы смели, как живу служба ради. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dmitry should he need to fall back from the northern fords. Направляйте, яко прикажете. Все латницы готовы суть. Сейчас. Dmitry's allied villagers had finished constructing a line of defenses, which Dmitry could choose to fall back to if he lost the fords. Строй держите, латницы! На коней, латницы! Латницы наказа ожидают! Долг несть бремя. The Mongols overwhelmed the ford, forcing the Rus to fall back and regroup at the hilltop defenses. На коней, латницы! Наступайте, латницы, As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitry's side. Приготовляйтесь, воины! Служите, рад, если готов. Направляюсь, куда наказано есть. Воине, наказы слушать, руждаемся хлеба ради. Все латницы готовы суть. Строй держите, латницы. Латницы наказа ожидают. Все латницы готовы. Латницы, наконец, садитесь! Мужик, вози напрямик! Часов велите? Сейчас. Латницы наказа ожидают. Готов повиноваться есть. Оружие готово есть. Оружие берите. Напрячь вас.
Оружие, латниц, наконец! Будет исполнено! Латниц, живу службу ради! Повелевайте. Я исцелю. Укажите цель мне. Приготовляйтесь. Повелевайте. Часов хоть сделано будет. Готов повиновать. Сделано будет. Готов повиноваться есть. Наказывайте. Слушаюсь. Оружие суть исправно. Отбудете надо на войне. Смирно! Наказом наказ! Строй держите, латницы! Часов хочешь. Иду куда наказано есть. Часов велите. Латницы, на коней садитесь! Отступайте! Наступ! Сэм, приготовь! Повинуемся наказом! Направляйте разум, спешишь. Готов, если слышь! Латницы, на коней садитесь! Повелевать на нас. Выступательно. In planning to face the horde, Dmitri had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Повинуюсь чести! Латницы, мужи в лази, напрямь! Готов повиноваться есть. Часов велите. Сделано. Часов хочете. Приуготовляйтесь, копейщицы. Поспешайте. Приготовляйте оружие. Будете надо на войне. Войны нам у нас впереди. Копейщицы, примите срань. Сила, мужи в лази, напрямь! Приготовлять, слушаются. With the terror of the horde on their doorstep, Rus villagers once again rushed to construct more defenses, this time on the banks of the Don River. The two great armies clashed in the fog, but Dmitri's men stood firm. Наказы слушайте. Латницы, смели, готовь строй, держите, латницы! Приготовляйтесь, а наказы... Тихо! Исполнено будет. Живу службы ради.
Готовы будете, воины, и готов служите рад, если. Все лакеи сейчас. Латницы смели и готовятся. Латницы, коней забитесь. Латницы, всех простом. Рядите на бой на все. Латницы готовятся. Латницы наказан. Латницы, коней забитесь. Оружие суть исправно! Ожидаем на... Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Приготовляйтесь, воины. Исполнено будет. The Mongol onslaught devastated the Rus on the hilltop, forcing Dmitri to call for a retreat. The cavalry detachment was in position and waited for Dmitri's signal to strike. Латницы, наступайте, латницы, смелее. As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Dmitri saw his opportunity and called in the full force of his cavalry. This was his chance to ambush the unsuspecting enemy. Латницы, наконец, живу службы ради. Служите рад, если. Все латницы готовы суть. Готов повиноваться, есть. Латницы, смелее готовы суть. Мужи, влази, напряг. Служите рад, если. Время, долг есть бремя. Готовы будет. На коне, латницы. Латницы наказа ожидают. Строй держите, латницы. Мужи, влази, напряг. Исполнено будет. Все латницы готовы.
With their backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Исполнено будет. Слушайся. Сейчас. Готовы будь, служите, раб, Латницы наказа ожидают. Наступайте, латницы, смелее. И латницы сейчас. На коне латницы. In the last gasps of the desperate battle, the Rus would not back down. It would be victory or death. Наступайте, латницы, смелее. Часовец, слушаюся. Латницы, на коней садитесь. Слушайте меня, воины. Не празднуйте. Латницы, владей, напрямик. Исполнено будет. Живут службы ради. Латницы наказа ожидают. И латница, исполнено будет. Латницы смелее готовятся. Латниц, строй, держите латницы. Латницы, на коней садитесь. И латницы, уже владеете напрямик. Латницы наказа ожидают. Латницы смелее готовятся. И латницы готовятся. Наступайте, латницы смелее. Служите, рабья! Строй держите, латницы! For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don. On the morning of September 8, 1380, at Kulikovo, the Moscow-led Rus army defeated the Mongols for the first time. One of the key battles of the medieval age, it was a transformative event in the rise of Moscow as the future capital of Russia. For the first time,
rival principalities had joined Moscow to fight a common enemy. Now, many Rus principalities began to see themselves as one. Future leaders of Moscow would draw on the memory of this battle to claim their supreme political position in Russia. Moscow's Grand Prince, Dmitry Ivanovich, had led the Rus principalities to victory over the Mongols, reinforcing his dominance. But for the Mongols' leadership, the defeat at the Battle of Kulikovo was disastrous. The ruler of their Golden Horde was overthrown by a descendant of Genghis Khan. His name was Toktamish. And Toktamish was not going to let the treacherous Moscow-led Rus get away with rebellion. 2 years after their defeat at Kulikovo, Toktamish's Golden Horde set out to attack Moscow. The city had not felt the wrath of the Mongols for more than a century. That was about to change.